Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Я подготовила подробный видеоурок по сборке открытой розы из сахарной мастики. Схема по сборке розы все подробно написала в описании под видео. Именно эта роза изготовлена из шелковой гибкой мастики. Это мой авторский рецепт. Вся нужная информация, как приобрести видеоурок с рецептом, есть в описании под видео. Там же вы найдете ссылку на уроки по другим цветам и декору. Надеюсь, вам понравится этот урок. Я очень старалась, чтобы все было предельно понятно и доходчиво. Окрашиваем мастику в полтона. Это очень нежно светлый розовый оттенок. Краситель Art Color номер 706. Берем небольшой кусочек и хорошенько разминаем мастику перед работой. Раскатываем этот кусочек очень тонко. С шелковой мастикой лучше работать маленькими порциями, чтобы она не успевала уплотняться, чтобы оставалась гибкой и пластичной. Берем вырубку номер 1, размеры вырубки написаны в описании под видео. Вырезаем лепестки, сколько получится. У меня получилось 5 лепестков, и теперь каждый лепесток раскатываем супер тонко. Раскатку начинаем от середины лепестка. Нам нужно, чтобы у основания лепестка мастика оставалась более плотной, а остальную часть мы раскатываем супер тонко. Раскатку делаем от основания лепестка вперед и немного по краях. Делаем такой более продолговатый лепесток. Обратите внимание, сравните, какой он был и как нужно раскатать. После раскатки лепесток получается наполовину больше. Кладем лепесток на мягкий мат и раскатываем следующие лепестки. Раскатку делаем таким же образом. После раскатки лепестки не обязательно, что они будут идеально одинакового размера, могут отличаться. В этом нет ничего страшного, у розы тоже нет идеально одинаковых лепестков. Берем еще один небольшой кусочек мастики, также раскатываем тонко и снова вырезаем лепестки той же вырубкой. Вырубка номер 1. Вырезаем сколько получится. Для первого этапа нам нужно 6 лепестков, поэтому из этой порции я беру один лепесток и докладываю к тем 5, которые мы раскатали раньше. Значит, для первого этапа нам нужно 6 таких лепестков. Остальные лепестки раскатываем таким же образом и прорабатываем вайнером. Таких лепестков делаем тоже 6 штук. Итак, для первого этапа нам нужно 6 лепестков, вырубка номер 1, обычные гладкие, и 6 лепестков, вырубка номер 1, обработанные вайнером. 3 лепестка нужно дополнительно доработать. С одной стороны лепестка нам нужно изогнуть уголок. Вот таким образом берем тонкий стек и загибаем. Только с одной стороны. Вот такой изгиб нам нужно сделать на 3 лепестках. Также этих 3 лепестка укладываем на сушку в углубление, чтобы изгиб на лепестке зафиксировался. Эти лепестки мы будем использовать в последнюю очередь.
Пока они будут уплотняться, мы будем собирать бутон. Заготовку для бутона розы нужно сделать хотя бы за 3 дня до сборки цветка, чтобы заготовка высохла полностью. Размеры заготовки написаны в описании под видео. Смазываем верхнюю часть заготовки клеем до середины. И прикладываем первый лепесток. Вот таким образом поднимаем лепесток несколько миллиметров выше, чем конец заготовки. И заворачиваем так, чтобы лепесток сверху накрыл заготовку полностью. Заворачиваем краешки лепестка, подмазываем клеем и все хорошенько склеиваем. Это у нас будет первый ряд. Используем 2 лепестка. Клеим лепестки друг напротив друга. Заворачиваем краешки, закрываем центр. Второй ряд также используем 2 лепестка. Первый лепесток второго ряда приклеиваем в промежутке между лепестками предыдущего ряда. Лепесток поднимаем на 2 мм выше и заворачиваем краешки. Будем создавать небольшую воронку, поднимая лепестки вверх. Второй лепесток второго ряда приклеиваем на том же уровне напротив первого лепестка. Третий ряд. Первый лепесток приклеиваем в промежутке между лепестками предыдущего ряда, поднимаем на несколько миллиметров выше и также заворачиваем уголки. Второй лепесток третьего ряда приклеиваем напротив на том же уровне. Вот такая воронка у нас должна получиться, такой бутончик. Основание лепестков также хорошо приклеиваем к заготовке, чтобы они не торчали, а плотно облегали заготовку. Продолжаем работать дальше. Для 4-го ряда мы берем 3 лепестка с оттиском. Первый лепесток 4-го ряда клеим на стыке лепестков предыдущего ряда. Поднимаем на несколько миллиметров вверх, приклеиваем только центр. Левую часть лепестка оставляем свободной, подклеиваем только правую часть лепестка. Клеим второй лепесток. Таким же образом сначала по центру, правую сторону загибаем, подклеиваем, левую оставляем свободной. Третий лепесток. И теперь смотрите, правую сторону мы загибаем под первый лепесток и край первого лепестка накладываем на последний. Таким образом у нас получается лепестки идут друг за другом беспрерывно. Теперь каждый лепесток нам нужно еще подклеить только снизу. Вверху лепестки оставляем свободными. Берем последних 3 лепестка, там где мы загибали уголки, и у основания лепестка прорабатываем шариком, делаем небольшое углубление. Это для того, чтобы лепестки не прилегали плотно к заготовке, а мы уже будем бутон открывать, и чтобы эти лепестки были более свободные. Еще раз подправим уголки, если нужно. Делаем еще раз загибы и будем клеить. Смазываем каждый лепесток клеем по центру снизу. Это у нас уже будет 5-й ряд. Берем первый лепесток и приклеиваем его на стыке предыдущих лепестков. Поднимаем немножко выше, на пару миллиметров вверх, но принцип тот же самый.
Левую сторону оставляем свободной, подклеиваем только уголок с правой стороны. Клеим следующий лепесток и клеим последний лепесток. Заворачиваем правую сторону под краешек первого лепестка, накрываем, подклеиваем. И теперь подклеиваем левую сторону лепестка, но только снизу. Верх оставляем свободным. Сниму специально крупным планом, чтобы вы посмотрели, как выглядит бутон. Вот такой он должен получиться в итоге. Ставим бутон на сушку и делаем следующий ряд лепестков. Шестой ряд. Берем тоже количество мастики, раскатываем, но в этот раз не нужно так тонко раскатывать, как в прошлый раз. Оставляем мастику чуточку плотнее. Лепестки будем вырезать той же вырубкой номер 1. Но нам надо будет лепестки раскатать немножко длиннее, поэтому раскатываем пласт мастики на миллиметр толще. Вырубка номер 1. Нам нужно 5 лепестков, вырежем 6 про запас, на всякий случай, если какой-нибудь один испортится. Раскатываем каждый лепесток супер тонко. Обратите внимание, вырубка у нас одна и та же, но лепестки у нас получаются немного больше. Все из-за того, что в этот раз мы раскатали мастику чуть-чуть толще. Каждый лепесток тщательно прорабатываем вайнером. Вот даже по вайнеру видно, что этот лепесток немного длиннее, чем предыдущие, которые мы делали. Для сравнения, чтобы вы понимали, вот так мы супер тонко должны раскатать лепесток. Нам понадобится 5 лепестков. По центру шариком делаем небольшое углубление на каждом лепестке. И после этого заворачиваем уголки. В прошлый раз мы заворачивали только один уголок, а в этот раз заворачиваем 2 уголка. Лепестки ставим на сушку в углубление, таким образом, чтобы все изгибы, которые мы сделали, так и зафиксировались и сохранили свою форму. Обрабатываем таким образом каждый лепесток, надо 5 штук. И ставим на сушку, чтобы лепестки уплотнились и зафиксировались. Пока они будут сохнуть, мы сделаем лепестки. Для 7-го ряда раскатываем тонко мастику. Берем вырубку номер 2. Для 7-го ряда вырезаем 5 лепестков. Раскатываем лепесток супер тонко. У основания оставляем мастику более плотной. Раскатку делаем от себя прямо и немного по бокам. Прорабатываем вайнером. Таким образом делаем 5 лепестков. Шариком делаем по центру у основания лепестка углубление на каждом лепестке. И заворачиваем краешки, делая красивые изгибы.
Лепестки на сушку укладываем таким же образом, как предыдущий ряд. Оставляем лепестки на 30-40 минут, чтобы они зафиксировались и немного уплотнились. Если нужно, можно подправить уголки. После того, как лепестки уплотнятся, продолжаем собирать цветок. Сначала нам нужно подтонировать бутон. Для тонирования я использую розовый для цветка роза. Также нам нужна большая мягкая синтетическая кисточка. Оттенок наносим большей части посередине с легким переходом кверху, но не доходя до края. Также нам нужно затонировать лепестки. Тон наносим больше посередине. Тонируем каждый лепесток. После этого будем клеить шестой ряд. Снизу у основания наносим клей. Шестой ряд. Первый лепесток клеим на стыке лепестков предыдущего ряда. Лепесток поднимаем немного выше, чем предыдущий ряд. Левый край лепестка оставляем свободным. Подклеиваем только правый край лепестка. Загибаем, подклеиваем. Следующие лепестки, кроме последнего, клеим таким же образом. Последний лепесток приклеиваем сначала по центру, правый край лепестка приклеиваем и сверху накрываем краешком первого лепестка. Теперь подклеиваем краешки с другой стороны, но только снизу, верх оставляем открытым, свободным. Вот наш бутончик начинает уже вырисовываться. На данном этапе нужно посмотреть, где что подправить, изогнуть краешки, подправить лепестки. Вот это все нужно хорошо просмотреть, чтобы у нас получался красивый вид бутона. Если клей у нас уже подсох, то мы можем сразу затонировать. Тонируем таким же образом, как в прошлый раз. Более акцент делаем на середину, не доходя до края лепестков. И сразу после этого мы можем затонировать лепестки для седьмого ряда. Вот так должен выглядеть лепесток. Он уже хорошо держит свою форму, но в то же время остается гибким, пластичным, подвижным, но должен держать хорошо уже свою форму. Тонируем лепестки. Смазываем каждый лепесток у основания клеем и собираем розу. Первый лепесток седьмого ряда клеим на стыке предыдущего ряда. Схема та же самая. Левый краешек оставляем свободный, правый
подклеиваем. Лепестки 7-го ряда поднимаем немножко выше, чем предыдущий ряд. Все лепестки, кроме последнего, клеим таким же образом. У основания хорошо прижимаем лепестки, чтобы все хорошо держалось. Клеим последний лепесток. Правый краешек подклеиваем и накрываем краешком первого лепестка. Снизу у основания все лепестки надо хорошо прижать, чтобы все хорошо держалось. Видите, у нас уже вырисовывается роза. Получилась уже небольшая как бы роза. Но нам остался еще один ряд. Как обычно, нужно все хорошенько расправить, посмотреть, подправить лепестки, изгибы, чтобы у нас получалась красивая роза. Ставим розу на сушку и делаем последний ряд. Для 8-го ряда вырезаем 6 лепестков, вырубка номер 2. Делаем все то же самое, что предыдущий раз. Раскатываем тонко лепестки, обрабатываем каждый вайнером, загибаем уголки. Шариком делаем по центру у основания лепестка углубление. Ставим лепестки на сушку на 30-40 минут, чтобы они уплотнились и зафиксировались вот в таком положении. После того, как лепестки уплотнятся, тонируем сначала бутон. А потом лепестки. Вот такие лепестки должны быть, как в прошлый раз я вам показывала. Лепесток остается живым, гибким, но он хорошо держит свою форму. Значит, лепесток готов к поклейке. Тонируем лепестки. У основания внизу смазываем клеем. И клеим последний 8-й ряд, 6 лепестков. Первый лепесток 8-го ряда клеим на стыке лепестков предыдущего ряда. В последнем ряде лепестки у нас должны быть открытыми, поэтому мы их просто подклеиваем, не загибая уголок. Правый край последнего лепестка подклеиваем под первый лепесток, накрываем, снизу все хорошенько прижимаем. И обязательно вот на последнем этапе уже посмотрите, где нужно что подправить. Может быть, где-то лепесточек нужно повыше подтянуть или наоборот опустить, подправить, подтянуть. Ну вот здесь уже надо хорошо смотреть перед тем, как мы поставим розу на сушку. Пока еще, возможно, все можно подправить. Фиксируем розу вот в таком положении, чтобы лепестки сами по себе опустились и чтобы роза наша открылась. Оставляем на минут 30-40, чтобы клей подсох и чтобы лепестки зафиксировались. После этого можем доработать розу. Сначала затонируем центр, сделаем немножко темнее, оттеним. И теперь лепестки.
Проволоку обматываем стрейч-лентой. По желанию можно сделать чашелистик для розы, но так как роза у нас очень большая, и когда мы ее поставим на торт, этого чашелистика не будет видно, поэтому он тоже здесь не обязателен. Ну что ж, я надеюсь, что вам сегодня было интересно, хотя создавать розы это нелегкий труд, но это очень увлекающий процесс. Я вам желаю терпения и удачи. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Всем говорю пока и до встреч в следующих выпусках.